Сегодня мы поехали в сторону Хуаншань. По дороге навестили несколько небольших сяней, где в основном делают чай Маофэн, делают некоторые другие сорта, делают Маодзянь, сорт местный Маодзянь. Причем местный Маодзянь — это такой вот именно я, то есть почка к почке чаечек, который, в принципе, собирается с того же куста, что и Маофэн. Мне показалось похож на чай юннаньские почки белые. Но такой, единственное, что он больше похож на зеленый, но хоть что-то общее у них между собой есть. И по дороге мы заехали в город, который называется Хуйчжоу Гучэн, то есть древний город Хуйчжоу. Слово Хуй, соответственно, происходит от Аньхуй, провинция Аньхуй, которую у нас толерантно называют Аньхой, но по-китайски она произносится как Аньхуй. И это сохранившийся город, который, естественно, сильно был обновлен, но здесь и каких-то древних таких вот интересных объектов сохранились такие стены, некоторые каменные постройки. Сам город начал строиться так активно в династию Сун. Есть некоторые объекты, которые были еще, которые даже больше 2000 лет, пока их не видел, может, чуть дальше будут. Самое интересное, да, вот такие вот части стен, которые частично были в династии Сун, потом достраивались в династию Мин, красивые деревянные ворота резные, много немножко древней архитектуры. Но интересная особенность этого города в том, что здесь по-прежнему живут люди, чем-то похоже на некоторые гуджэни в других провинциях, то есть древние деревни, где все живут, но при этом вход сюда плюс ко всему еще и платный. Это при том, что так заходишь, то есть банки, магазины, все работает, но попасть сюда могут только местные, бесплатно. Потому что посреди вот этих всех древних объектов существуют такие стилизованные постройки, где-то примерно около 80-х, 90-х годов, которые, конечно, так постарались их сделать максимально похожими на древние, но при этом они новые. Так что из древнего тут только стены и некоторые части ворот, каменные тоже такие постройки. Довольно красиво. Лично мне очень понравилась резьба, как напротив которой я сижу, ну и вот эти вот ворота. Тут внутри вот местные старички здесь сидят и спасаются от жары. У нас достаточно жарко. Сам город достаточно большой, живописный, то есть тут можно погулять, есть такие парки. Вот, мы сюда заехали на самом деле случайно, потому что проезжали мимо и решили немножечко прогуляться. А так у нас сегодня в планах еще доехать до места, где делают чай Дингудафан. Надеемся тоже его попробовать. Сейчас еще немножечко посмотрим на сам город древний и, наверное, поедем дальше. На самом деле немного, конечно, удивляет, наверное, особенно тех, кто в Китае давно. Я относительно недавно в Китай езжу, в принципе, но я думаю, тех, кто ездит сюда с 80-х, с 90-х годов, очень удивляет, как очень быстро стало древним то, что было абсолютно обыденным буквально там меньше, чем 10 лет назад. Да и сейчас, в принципе, много сохранилось деревень, городов, просто нужно уехать подальше от такой массовой цивилизации. Их просто становится все меньше и меньше, но тем не менее обычный уклад бедной деревни стал настолько редким взору, что это стали уже консервировать и называть чем-то в духе древний город, древнее место и так далее. В каждом доме здесь, как правило, живут больше всего можно встретить пенсионеров. То есть молодежь, она все-таки отсюда большей частью уезжает, но не вся. Некоторые открывают какие-то лавочки, магазинчики, вот, продают там всякие сувениры, чай, какие-то древние безделушки, древние в кавычках безделушки и без кавычек, и то можно найти. Очень интересный вид сохранения этого памятника, то есть они хоть и напишут Баоху, но Баоху в данном случае это не какая-то реставрация там, или сохранение в то, что это, казалось бы, можно подразумевать под этим словом, а это, по сути, просто запрет на какие-то новые постройки, как это и везде, то есть где-то что-то, конечно, они обновляют, ну, даже этот дом вот сзади меня можно посмотреть, он такой поновее немного выглядит, где-то что-то обновляют, но в основном просто консервируют какие-то старые постройки, просто чтобы их не трогали, то есть они сами по себе разваливаются, и это, собственно, и
выглядит как нечто древнее. По мере отхода от основных улиц все больше и больше появляется новых строений. Это уже просто обычная деревня с узкими улочками, ничего особенного. Здесь, кстати, живет 20 тысяч человек. Музей под открытым небом с населением 20 тысяч человек. Стараются внешний, так понимаю, есть указания сверху, соблюдать немножко внешний облик, то есть там заходишь обязательно такой дворик аккуратненький, стараться максимально древнего всего в этот дворик вытащить. Но на самом деле стараются далеко не все, где-то просто вот здесь парикмахерская. Вон тоже домик интересный. Деревянная там крыша с черепицей. Достаточно разношерстно. Во многом выглядит как обычная китайская деревня, особенно когда отходишь от центральных улиц, где сохранились постройки еще династии Сун и Мин. Все остальное, оно где-то уже 20 век, начало, вплоть до 90-х годов, и вплоть даже до совсем современных зданий, просто их прячут внутрь, чтобы они не портили общий фронт улиц. Одной из таких характерных особенностей практически всех подобных древних городов и деревень, древних, это, ну, и в кавычках, и без кавычек одновременно, понимаете, как хотите, но, в общем, таких сохраняемых, скажем так, искусственно сохраняемых древних деревень, это такие вот дома, которые заброшены. Ну, то есть, умерла бабушка, дом остался, крыша сгнила, и, я уже говорил, никто это не трогает. То есть, просто вот идешь, вроде так какой-то современный дом, какой-то дом явно построенный там пару десятков лет назад, и какой-то дом, которому, ну, явно так побольше, может, лет 50-60, но он уже сгнил, крыша провалилась, все, и никто ее не трогает. Обычно просто декорируют, там тоже цветочек поставят, там ворота какие-нибудь закроют, либо оставят те, которые были, либо какие-нибудь старенькие поставят, и типа вот такой старый дом. При этом он реально разваливается, то есть тут где-то стену немножко бетоном подмазали, но вот такого вот тут тоже хватает. И никто как бы специально это не сохраняет. То есть вот пускай оно само разваливается, таким образом оно будет выглядеть древним и будет привлекать еще больше туристов. На самом деле такое отношение к древности, оно в целом для Китая свойственно. То есть, конечно же, какие-то самые ценные исторические памятники они сохраняют, но то, что просто как вот типа гудунси, то есть там старая вещичка, становится еще круче от того, что ее продолжают использовать. Отсюда, кстати, вообще история с любовью к старине, там, к наработанным чайникам, опять тем же, еще каким-то таким элементом. То есть просто старое, пусть оно будет как есть, пусть оно само по себе разваливается, и оно от этого будет чем дальше, тем больше приобретать некий такой вот шарм. Это такой забавный эпизод. Вот только что просто прохожу по этой улочке, что-то смотрю и, значит, снимаю просто улочку, смотрю, так, дедушка там у себя дома, значит, что-то там кушает какой-то блинчик, заметил меня, улыбнулся, рукой замахал. И такой, на, говорит, угощайся, блинчик какой-то там у него, кушай. То есть такая интересная вообще история, то что, ну, на самом деле, почему еще в Китае такой культ еды, потому что действительно, помимо того, что действительно некий такой ритуал семейный, там, коллективный и так далее, так еще и то, что действительно очень долгое время в Китае были периоды, когда было достаточно голодно, Китай был очень бедный, поэтому еда имела такую некую большую ценность. И вот действительно старый человек, у него первый такой, на, там, типа, покушай. Вот. Сейчас это заменилось в основном в сельской местности на держи сигарету. Впервые за долгое время, кстати, вот так вот просто на, угощайся. Ты голодный? Говорит, что ты так смотришь? А я просто смотрю, как он там, ну, красиво, домик. Что, голодный, кушать хочешь? Интересная реакция.